Стоит признать, что пока что февраль у нас складывается не самым интересным образом, ведь по сути мы находимся на перепутье между контентом, который нам привнесли не так давно и который мы должны увидеть в ближайшее время. В частности, сегодня у нас стартовала последняя неделя в рамках кампании с капитаном Цубасой, и не так много времени остается до версии 4.3.0 и бразильской кампании. Но сегодня поговорим об очередном оперативном обновлении в eFootball. Рад вас всех сегодня приветствовать, не забывайте про привычную активность, подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на этот канал, ну а мы начинаем. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Также мы с PlayRock объявляем о проведении конкурса, условия в котором крайне простые. Вам достаточно приобрести любой товар по моей реферальной ссылке, и вы автоматически становитесь участником конкурса на 1000 рублей, которые получите на свой аккаунт на PlayRock. Их вы уже можете потратить на любой другой товар, либо вывести на свою карту. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Поскольку у нас все еще завершается предыдущая кампания, то и контента сегодня не сказать, что завезли много. Но, тем не менее, именно сегодня обновилась фаза, то есть обновилась фаза в дивизионах, обновился пропуск на матч и, соответственно, появились новые номинальные паки. Обо всем этом и не только поговорим прямо сейчас. Сегодня в игре не появилось никакого эпического или шоу-тайм пака, в частности, по европейским чемпионатам и с участием игроков европейских клубов. Если я не ошибаюсь, выкатили только шоу-тайм пак, и то повторный с игроками J-лиги, но не более того. Для нас, большинства обывателей, подобный набор особого интереса не представляет. Зато представляет интерес команда недели, которая на самом деле тоже не сказать, что прям блещет фамилиями и имеющимися цифрами у них. Казалось бы, выкатили нового Хвичу, который теперь играет за ПСЖ, но если сравнить его с предыдущим появлением в том же самом Наполе, то карточка с рейтингом 101, по-моему, уступает карточке с рейтингом 100. Конечно, стоит учитывать, что позиции у них разные и, соответственно, упор на скиллы тоже разный. Но не знаю, как по мне, один из самых высокорейтинговых игроков в наборе не такой уж и привлекательный на бумаге. Что уж говорить про остальных. Есть, конечно, интересные варианты, но вряд ли они усилят кого-либо на полноценной основе. С номинальными паками чуть-чуть поинтереснее, но в плане цифр, рейтингов у них также не все так хорошо. В частности, основной номинальный пак, который мы будем наблюдать на протяжении ближайшего месяца, это пак, посвященный игрокам, которые в данном сезоне приобрели новые для себя позиции. В частности, здесь у нас Рафинья, Рабье, Кайседо и другие ребята с обновленными позициями. Забегая наперед, не сказать, что нынешний Рафинья сильнее предыдущих его появлений. Я это связываю с тем, что его шоу-таймовская карточка достигала рейтинга где-то в районе 102-103 пунктов. А поэтому Konami в лишний раз, судя по всему, банально боятся рисовать ему более привлекательные цифры. Хотя, по нынешнему сезону Рафинья этого более чем заслуживает. Тем не менее, если на волне хайпа вы хотели поиграть за его карточку, но по каким-то причинам до сих пор его не забрали, то это, в принципе, неплохая возможность заиметь его в своем составе. Остальные ребята тоже, в принципе, интересные, особенно если у вас не самый такой, знаете, разносторонний состав, касаемо эпических карточек или банально просто самих по себе сильных исполнителей. С некоторыми можно даже поэкспериментировать, например, Кайседо представленный как правый защитник, можно перекачать его под ОПЗ и использовать как опорника, ведь именно его основная позиция — это опорный полузащитник. Поэтому, в принципе, если приглядеться, то можно найти для себя что-то интересное. Соответственно, в рамках этого пака также обновились и игроки из пропуска на матч, и таким образом в ценном матч-пассе появился Кристиан Пулишич, в то время как в премиальном паке появился Усман Дембеле. В принципе, что первое, что второе выглядит интересно. Дембеле не самый очевидный вариант на позицию центрального нападающего, но поверьте, исходя из опыта игры за его карточку из команды недели, как у меня и так и у других пользователей, в принципе, сложилось более-менее, приятное впечатление.
несмотря на то, что, ну, понятно, что Дембеле это далеко не самый устойчивый игрок в этой игре. Ну а Пулишич, в принципе, выглядит неплохо, у него имеется навык суперзамена, его можно прокачать под вингера, благодаря чему его номинальный рейтинг будет переваливать за 100 пунктов, ну, тот самый рейтинг, который не отображается в игре. Поэтому, если вам нравится в лишний раз, ну, так сказать, дрочить на циферке, то, в принципе, вариант для вас очень даже подходящий. Второй номинальный пак, который, наверное, стоит вашего внимания, это номинальный пак по Азиатской лиге чемпионов. В частности, нас интересует двое представленных игроков. Это Морес и Кулибали. В принципе, что у первого, что у второго приятные модельки. Кулибали сам по себе рослый, крепкий, фиг его оттолкнешь. Поэтому для недонатных составов, в принципе, хороший, крепкий ЦЗшник. В то время как Морес, ну, знаете, такой техничный фланговый нападающий, который, в принципе, свое дело знает. Очередное пополнение на тренерском поприще. Таким образом, сегодня в игре появился Жозе Моуриньо в качестве главного тренера Фенербахче, что интересно, потому что это, ну, очевидно, что далеко не самая праймовая его версия, и думаю, было бы здорово увидеть его времен Челси, Интера или того же самого мадридского Реала, но я так подозреваю, что Жозе мог появиться благодаря лицензии турецкого чемпионата, вполне возможно. В противном случае, непонятно почему, имея соглашение с самим тренером, они добавили его нынешнюю версию. В любом случае, он имеет два основных стиля, это по всему полю и длинная контратака, и, по моему скромному мнению, один из самых бесполезнейших бустов, который прибавляет плюс 1 пункт к подкатам. Ну и эпический пак на понедельник. Он примечателен тем, что в нем дебютирует новый эпический игрок, о котором Konami никак, ну, не сообщили, не анонсировали, и, в принципе, его появление стало, ну, отчасти неожиданностью. В частности, это Джорджо Кьелини, который не так давно завершил карьеру, и вот уже в понедельник мы увидим его в качестве эпического игрока. Компанию ему составит Фабио Каннаваро времен игры за мадридский Реал или за Резю. То есть самый что ни на есть оборонительный эпический пак. И в принципе, при наличии в нем как минимум Каннаваро и Кьелини, я думаю, он уже стоит вашего внимания. Потому что тот же самый Каннаваро, несмотря на свой не самый высокий рост, один из имбовейших защитников в этой игре. А Кьелини, ну, в целом будет интересно пощупать его модельку. Ну и думаю, что Konami его цифрами также не обидят. И вот такое вот у нас получилось оперативное обновление в eFootball. В комментариях пишите, как у вас дела с паками, будете ли вы забирать кого-нибудь из номинальных паков, стали ли вы крутить пак команда недели. Ну а если же вы не фри-ту-плейщик и любите задонатить, пишите, будете ли открывать пак в понедельник. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. Ну и про этот канал также не забывайте. Всем большое спасибо, кто продолжает смотреть меня на ютубе, несмотря на все сложности. Ну и как всегда, услышимся в следующих роликах. Всем пока!